На протяжении нескольких недель Даниэль мучился странными ощущениями, которые становились все более неприятными. Каждое утро его спина жгла и болела, словно что-то невидимое действовало ночью. Сначала он думал, что это просто аллергия или раздражение кожи, вызванное бытовой химией или пыльцой растений. Но беспокойство росло, а чувство, что с его телом происходит нечто необычное, усиливалось. Даниэль жил в старой квартире в пригороде Копенвиля, небольшой европейской страны. Его дни были однообразны. Офисная работа, тихие вечера и бессонные ночи, когда кожа словно оживала. Каждое утро он проверял спину в зеркале, искал покраснения, пробовал разные мази, горячие души, народные средства. Ничего не помогало. Сначала он подозревал обычных насекомых, возможно, клещей или блох. Он стирал белье при высокой температуре, обрабатывал квартиру средствами против паразитов и даже спал на полу, но ощущения ползания и жжения не исчезали. После особенно мучительной ночи он установил камеру, чтобы поймать странное движение. На записи поздно ночью одеяло слегка поднялось, и Даниэль заметил движение под кожей. Сердце билось чаще, кожа словно дышала и шевелилась, как будто внутри него жил неизвестный организм. На следующий день он вызвал опытного специалиста по дезинфекции, Микаэля Страндера. Тот проверил квартиру, мебель и матрас, но никаких следов насекомых не нашел. «Ты уверен, что ощущения ночные?» — спросил он. Даниэль кивнул. «Да, и кажется, что это внутри меня». Специалист посоветовал обратиться к врачу. Даниэль записался к дерматологу, доктору Элисе Норцвен. Она внимательно осмотрела спину и взяла биопсию. Под кожей что-то шевелилось. Через день пришли результаты. Это живой организм. Так Даниэль попал к паразитологу, доктору Лео Карстену, исследующему редких экзотических организмов. Выяснилось, что подозрительное движение началось после покупки старой кровати на рынке антиквариата. В лаборатории под микроскопом Лео показал Даниэлю тонкое извивающееся существо. Это редкий подкожный паразит Аксерхачес кьютания. Он живет между мышечными слоями, откладывает яйца и может вырасти до 15 сантиметров. Необходимо срочное хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно. Существо извлекли, но сам факт, что оно жило в его теле, оставил Даниэля в шоке. Позже Лео объяснил. Яйца паразита занесли с тканевой обивкой кровати, произведенной в Юго-Восточной Азии. История была уникальной и полезной для науки, но она служит и предупреждением. Даже обычные предметы интерьера могут скрывать опасность. Даниэль понял, нужно быть осторожным с тем, что приносишь в свой дом, ведь внешне безвредные вещи могут таить неожиданные угрозы.